Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем уже полюбившийся вам цикл серии про знаковые локомотивы эпохи. И сегодня на ваших экранах ВЛ-10. ВЛ-10 – без преувеличения легендарная машина. Она была в производстве почти четверть века и до сих пор массово в строю. Электровоз эпоха, электровоз легенда. Надежный, как автомат Калашникова, он, как уазовская буханка, получился идеальным почти сразу. Впрочем, от эпитетов к истории. Дело было в начале 60-х. Тогда на сети железных дорог, среди прочего, эксплуатировался ВЛ-8, появившийся в 1952 году. Шумный и по нынешним временам маломощный, хотя и используемый до сих пор то тут, то там. Мощность 525 киловатт, тяжелые литые тележки, брутальная внешность, словно говорящая «к нам не подходи». В свое время мы застали его живьем на динамической экспозиции в Щербинке. Его грозное гудение и характерный гудок железнодорожный фанат не спутает ни с чем. К февралю 1960-го МПС СССР подготовил ТЗ «Техзадание» на проектирование нового восьмиосного электровоза, тележки которого должны были быть унифицированы для электровозов, рассчитанных на работу на постоянном и переменном токе. Также на моделях должны были быть задействованы общие конструктивные элементы и кузов. Унификация, читай экономия. Достаточно оперативно, уже к июню того же 60-го, конструкторское бюро Тбилисского электровозостроительного завода выдает технический проект будущего электровоза. Серия получает название Т-8 – Тбилисский восьмиосный. На носу был юбилей, 1961 год, 40-летие установления советской власти в Грузии, а в СССР, надо сказать, страсть как любили все к юбилею подгадывать, ну или к круглой дате. Так что первый Т-8-001 не заставил себя долго ждать. Начались испытания и гастроли. Новый электровоз обкатывался сначала на Закавказской железной дороге, позже на Южно-Уральской и, по классике, на экспериментальном кольце под Москвой в Щербинке. Ну а уже в самой Москве демонстрировался на профильной выставке на Рижском вокзале. Испытания прошли на ура и показали высокие тяговые характеристики и меньшее воздействие на путь по сравнению с коллегой ВЛ-8, который также испытывался одновременно. Новый локомотив можно использовать в грузовом движении со скоростью до 100 км в час. Через год свет увидел второй экземпляр Т-8. И тогда они подумали, а как же нам назвать советский электровоз? Когда стало понятно, что за машину стыдно не будет, ее нарекли именем вождя мирового пролетариата. Тип 10, 8-й-то уже был, не прогадали. Кто ж знал тогда, что из ворот завода на свет появился своего рода вождь электровозов-постоянников? Не мировой, конечно, но всея советской Руси точно. Первый электровоз и небольшая установочная партия имели существенные отличия от серийных. Впрочем, такая история достаточно распространена при вводе машины в серию. Главное внешнее отличие всех первых 20 машин – кузова, построенные на Луганском тепловозостроительном заводе. Так что внешне они напоминали Т-10. Новочеркасский электровозостроительный завод первоначально поставлял для ВЛ-10 тележки, но позже освоил выпуск новых типовых кузовов. Как раз такой внешний вид и достался в итоге ВЛ-10. Применение унифицированного кузова привело к удлинению электровоза на 2400 мм. В 1967 году электровоз получает вот эту вот типовую кабину, такую же, как у ВЛ-80, ВЛ-11 и еще у кучи модификаций ВЛ. И, в общем-то, буквы тоже одни и те же, и в массовом сознании, ну кто на них на цифры смотрит, вот этот вот образ, это и есть электровоз советской эпохи. В итоге схожее выражение лица имеют электровоз ВЛ-80, брат-близнец, переменного тока, напряжение 25 кВт, построено 5140 штук. ВЛ-60 – первый советский магистральный односекционный на двух трехосных тележках грузопассажирский электровоз переменного тока. Имеет тираж 2618 штук. ВЛ-82 и нашим, и вашим. Электровоз двойного питания. 91 штука построена. Но двухсистемники – это всегда та еще морока в ремонте и эксплуатации.
VL-11 – последователь VL-10 с обновленной электрической схемой и компоновкой электроаппаратуры. Может работать в составе до 4 секций под управлением одной кабины и тащить за собой тяжелые составы без дополнительных локомотивных бригад. 1346 единиц было построено. Последние, кстати, модернизированные модификации в 2015 году только покинули завод. VL-12 – опытный электровоз постоянного тока с реостатным пуском и независимым возбуждением тяговых электродвигателей. В серию не пошел из-за дороговизны силовых электронных систем и сложности в обслуживании. Всего 2 штуки было построено. Если кого забыл, пишите в комментариях. На Тбилисском тепловозостроительном классические электровозы VL-10 строились с 1961 в течение 15 лет, и их можно легко отличить по названию завода на лобовой маске. Наверняка многие задавались вопросом, что это за абракадабра такая, а это эмблема грузинского завода. На Новочеркасском же выпуск классики шел с 69 по 76 год, при этом Новочеркасский завод выпускал и всю механическую часть для обоих площадок. Всего за обозначенные выше годы было построено 1904 электровоза VL-10. Так, ну вот мы в тамбуре. Налево пойдешь, в высоковольтную камеру попадешь, прямо сквозь оператора пойдешь, в другую секцию попадешь, ну и направо пойдешь, в кабину попадешь. С нее и начнем. Хоп, хоп, оп, оп, оп. Робкого десятка надо быть. Невероятно огромный и, конечно же, архаичный по нынешним временам пульт управления электровозом. Причем я никакую негативную коннотацию в слово архаичный не вношу, потому что понятно, что задумки этой 50 лет, и сейчас так не делают. Здесь все блоки, они как бы по отдельности, да. Сейчас-то как делают современные электровозы? Все как бы вот такое монолитное, влитое одно в другое перетекает, как у хорошей хозяйки на кухне. Здесь же нет, все отдельно. Вот даже смотрите, такой, в общем-то, типовой пульт для тифона и свистка. Экраны машиниста, здесь информация. В общем-то, информация, она вся перед глазами. Вот эти кнопки, знакомые нам еще по электровозу R2, но там не точно такие, но похожие такие прям дубовые. Но главная вишенка на торте, это здесь, конечно же, контроллер. Посмотрите, друзья, какая красота. Как все сделано. Прямо вручную вот выбиты все эти циферки. 34 аж позиции. Это все такое напоминает, не знаете, раньше в банях такие весы были советские, там надо было чик-чик-чик, вот очень похоже, очень похоже. Отделяет машиниста от всего остального мира этот пульт и от помощника, в общем, такой рай для машиниста-социофоба. Фанаты любят различать буферные фонари у более ранних версий, они большие и круглые. Более поздние электровозы стали оснащаться буферными фонарями меньших размеров с расположенными сбоку от них красными хвостовыми огнями. Эти фары чем-то напоминают камеры мобильников предыдущих поколений. 60-е в собственном соку. Смотрите, такая вот форточка открывается. Оба! И подлокотничек. Красота. Тоже форточка, косплей от рукоятки тяги. Блин, все простое, аналоговое, вообще, конечно, интересно. Перемещаемся на место помощника. Тоже есть подлокотник. Сидишь здесь, конечно, и смотришь снизу вверх на машиниста, который спрятался от тебя вот за этой вот бандурой. Что есть здесь под рукой у помощника? Ну, пульт управления, правда, не так много чем поуправлять можно. Прожекторы правый и левый, печка. Значит, тифон тоже есть, фонари. Цепь управления можно наблюдать, полистать журнал, ручной тормоз. Здесь ящичек специальный. Не хватает здесь такой стойки, чтобы поставить чайник и грамотно регулировать подачу чая машиниста. Комфортабельный обдув, если жарко летом, и не менее комфортабельная печка, если холодно зимой. Ну, кстати, под ногами тоже есть печка, так что наверняка здесь, ну, машинисты, знающие, поделятся в комментариях, но наверняка здесь, конечно же, должен быть адский дубак, особенно спустя почти 50 лет эксплуатации. Вообще, кабина маленькая, здесь будут проситься сюда еще, не знаю, метр-два
чтобы как-то вот было покомфортней, особенно учитывая то, что в машинном отделении, в общем-то, достаточно просторно. Вот эту штуку сними, которая, видишь, препятствует. При поднятом токоприемнике войти в камеру не получится, потому что вот эта штука, видите, блокирует открывание дверей. Электровоз ВЛ-10 был создан с использованием части электрооборудования электровозов серии ВЛ-8. По механической части десятка унифицирована с электровозами переменного тока серии ВЛ-80, детищем Новочеркасского завода, появившимся в то же время. ВЛ-10 состоит из двух секций, каждая из которых не может использоваться сама по себе. Кузов секции опирается на две двухосные тележки. Тяговые электродвигатели имеют часовую мощность 670 кВт. Двигатели получили опорно-осевое подвешивание. Коммутационная схема позволяет подключать все 8 тяговых двигателей двух секций в последовательное соединение. Также была возможность соединить параллельно две группы последовательно соединенных 4 двигателей и 4 группы по 2 двигателя. Вспомогательные машины, мотор-вентилятор, мотор-компрессор, работают от напряжения 50 вольт, которое вырабатывает коллекторный генератор тока для цепей управления. Вентиляторы двух секций могут объединяться между собой в последовательное электрическое соединение. Таким образом, обороты их двигателей падают, и машины работают более тихо. Безредукторный мотор-компрессор не имеет собственной системы воздушного охлаждения, в отличие от компрессоров с понижающим редуктором, где высокооборотистые электродвигатели вращают на своем валу вентилятор, создающий достаточный воздушный поток. Охлаждение компрессора ложится на плечи мотор-вентилятора электровоза. Для токосъема на каждой секции установлено по одному токоприемнику системы пантограф. Внутри секция делится на 3 отсека. В начале секции находится кабина, в середине высоковольтная камера ВВК, отгороженная от прохода сетчатым ограждением. Есть пневматическая блокировка, не позволяющая попасть в камеру при поднятом токоприемнике. Ну и не позволяет поднять токоприемник, если проход в камеру открыт. В хвосте машинное отделение. В высоковольтной камере расположена практически вся коммутационная и защитная аппаратура секции. Реверс, тормозной переключатель, переключающий тяговые двигатели секции с последовательно параллельного соединения на параллельное, линейные, реостатные, шунтирующие и быстродействующие контакторы, дифференциальные реле и реле буксования и другие аппараты. А еще в ВЛ-10 устанавливалось устройство, предотвращающее разгрузку первых по ходу движения колесных пар при разгоне. Если вам мало ЖД-фана, то ищите в сети интереснейший в узких кругах фильм советских еще времен с подробным рассказом об устройстве электровоза и всей вот этой вот ламповой анимацией. В общем, можно скоротать вечерок. Крышевой разъединитель. Как она нежненько, ничего себе, опускается. Да, я ожидал бах! Тест антипробуксовочной системы на ВЛ-10. В 1976 году МПС СССР выпускает новое техническое задание на выпуск обновленного ВЛ-10. Основное требование – увеличить нагрузку от колесной пары на рельсы с 23 до 25 тонн с оси. Достигается это путем установки под полом кузова чугунных грузов. В результате таких мероприятий колеса имеют большую силу сцепления с рельсами, благодаря чему утяжеленный электровоз способен возить более тяжелые составы. По механической части он унифицирован с электровозами ВЛ-80Т, ВЛ-80С и ВЛ-80Р. Оба завода также выпускали эту машину, последняя из которых увидела свет 20 лет назад в 2005. 44 года в производстве. Как там моя любимая фраза «они еще внуков наших возить будут»? Общий тираж электровозов ВЛ-10 с учетом модификаций составляет 2891 единицу. Злые языки, коих с ростом аудитории канала становится немало, наверняка скажут, что же за старье ездит по дороге. Ну, во-первых, их осталось не так много, и вон
молодая смена, так скажем, наступает на пятки, а во-вторых, это ли не показатель надежности? Еще из интересных модификаций. Электровозы без рекуперативного торможения, построенные специально для Норильской промышленной железной дороги, на что указывает буква «Н» в обозначении серии. С 1984 по 1985 Белийским заводом было выпущено 10 таких машин. Их уже 10 лет как списали и разрезали. По нашим данным, от них ничего не осталось, но если есть кто-то из тех краев среди наших зрителей, дайте знать в комментах. А вообще, Норильская железная дорога «Анклав» — отдельная и очень интересная, конечно же, история, достойная, безусловно, отдельного сюжета. Один вопрос: как же нам туда добраться? Ну а дальше история из серии «Голь на выдумку хитра». В условиях недостатка пассажирских электровозов в 2001 году Челябинский электровозоремонтный завод модернизировал по одной секции электровозов ВЛ-10 за номером 523 и 1867 для вождения пассажирских поездов, переоборудовав их в двухкабинные односекционные электровозы ВЛ-10П. Электровоз ВЛ-10П 523-1 сохранил кабины оригинального электровоза ВЛ-10, в то время как ВЛ-10П 1867-1 получил обновленные кабины, использованные на электровозах ВЛ-10К. Получившийся Франкенштейн звезд с неба не хватал и достаточно быстро был отставлен от работы. 523-ю машину разрезали, а 1867-я с 2013 года пылится на базе запаса. В общем, я думаю, неплохой экземпляр для музея будет из него. Жалко, если порежут. А еще были попытки создать двухсистемный электропоезд. В 1999 году свет увидел ЭД-1, электропоезд Демиховский тип 1, состоящий из 10 прицепных вагонов от электропоезда ЭД-9Т и секций электровоза ВЛ-80, расположенных по обеим сторонам состава в качестве головных. Вот он, этот ЭД-1. Правда бывший, но все же. В 2001 году пришла гениальная идея, отчего бы с одного конца не поставить ВЛ-80, а с другого ВЛ-10. Состав получил обозначение ЭД-4ДК. Буква «Д» указывает на двухсистемность, а «К» на повышенную комфортность. Ну и номер 001. Однако испытания, проводившиеся с 2002 по 2003 год, окончились неудачей. И в 2003 году проект был закрыт, а поезд был расформирован. Электровозам вернули вторые секции, после чего они были возвращены в эксплуатацию с товарными поездами, а вагоны списали и порезали. Тем не менее, на Южно-Уральской железной дороге в нулевых в течение 7 лет можно было прокатиться на электричке «Урал», состоящей из прицепных вагонов ЭД-2Т и электровоза ВЛ-10 по краям. Если тема электричек, работающих по принципу «тяни, толкай» вас заинтересовала, найдите на нашем канале серию из Беларуси. Мы гоняли на ДДБ-1 в 92-й серии проекта «Железнодорожная». Роль движущей силы там играет заслуженный тепловоз СССР товарищ Машка. Надо сказать, что и современные производители не дремлют. Так, в 91-й серии проекта с последнего экспо, с осмотра всех железнодорожных новинок, мы показывали вам ДП-2Д, теплоэлектричку на основе тепловоза ТЭП-70БС. Возвращаясь к ВЛ-10, из переделок запомнились также немногочисленные матрицы. Машинам отделения одной из секций оборудование убиралось и помещение переоснащалось в уютный пассажирский салон. В боковых стенках секции устанавливались новые широкие окна, а входные двери переносились от кабины машиниста в заднюю часть секции. Вторая секция продолжала выполнять роль электровозной. Машина с блатным номером 3 топора использовалась для перевозки начальства Южно-Уральской железной дороги. При этом начальник ВОЗ мог работать как самостоятельно, так и с прицепными вагонами. В 2013-м на пассажирской секции при исследовании электровоза произошел пожар, и она была списана. Ну, раз уж речь зашла о пожаре. На нашем канале так называемый хайп на крови мы не практикуем, но тут, что называется, в контексте. Поэтому стоит сказать о том, что ВЛ-10 за номером 901 стал участником самой страшной катастрофы в истории отечественных железных дорог. Да, многие из вас уже поняли, что речь идет о катастрофе летом 1989 года под Уфой, когда два отстающих от графика пассажирских поезда по роковой воле случая встретились на соседних путях в низине
долине, в которой к их подходу образовалось значительное газовое озеро. Образовалось оно из вытекших из негерметичного нефтепровода легких углеводородов. 2 поезда сгорели дотла тогда в результате объемного взрыва. Погибло порядка 700 человек и столько же осталось калеками. Утром 4 июня в район бедствия вылетели товарищи Горбачев, Рыжков, Власов, Язов, Чазов. Ту основную часть мы снимали на Новочеркасском электровозе, а вот этот Белийский, мой ровесник, кстати, 81 год, 652 номер. Вон тут, посмотрите, по-грузински написано сверху. В период с 2001 по 2009 год на Челябинском электровозоремонтном заводе было модернизировано 410 электровозов ВЛ-10 и 56 электровозов ВЛ-10У. Таким образом, промышленность реагировала на дефицит на рынке надежного тягового подвижного состава. При этом к существующему обозначению локомотива добавлялся индекс К, то есть ВЛ-10 становился ВЛ-10К, а ВЛ-10У – ВЛ-10УК. В процессе доработки изменялась кабина. Дизайн чем-то походил внешне на ЧС-7. При этом никаких дополнительных буферов безопасности тут не задумывалось. Столь приглянувшийся нам трон машиниста отправлялся в Чермет. Его место занимала многокнопочная электронная система управления тягой под названием ЭСУД-ОВ, построенная на базе СМЕТ, системы многих единиц телемеханической. Тут важно оговориться, что заводская схема ВЛ-10 изначально не предусматривала системы многих единиц, но с 1983-го локомотивы начали дооснащать соответствующей аппаратурой. В результате электровоз получал возможность работать в 2, 3 или 4 секции с гибким изменением соединений тяговых двигателей. Вспомогательные машины, тяговые двигатели, механическая часть практически не изменялись. В процессе модернизации вносилось множество незначительных изменений в цепи управления и расположения оборудования. Прикол в том, что по данным сайта railgallery.ru, которым мы часто пользуемся при подготовке выпусков, и спасибо ему и его авторам за существование, так вот, все модернизированные машины уже отставлены от работы, списаны или законсервированы, в то время как оригиналы до сих пор в строю. Самый старый классический электровоз ВЛ-10 025 в строю в Армении 58 лет. Как говорят, в таких случаях пролетели как один день. Как это часто бывает при отсутствии ярких имен собственных от завода-изготовителя, железнодорожники и фанаты быстро навешивают ярлыки клички локомотивам и не только. Понятное дело, что никто не называл электровоз Владимир Ленин тип 10. И самый распространенный, как бы сейчас сказали, никнейм, образовавшийся от аббревиатуры ВЛ, это Выла и Вол. Впрочем, как показывает опыт, от географии распространения меняются и неформальные клички. Где-то у него был ярлык Утюг. Если вам известны еще какие-то прозвища ВЛ-10, пишите в комментариях. Эстетика 60-х, застывшая памятником в электровозе ВЛ-10. Сегодня в нашей рубрике «Без комментариев». Во внушительном видеоархиве творческой группы WSV Media, среди прочего, нашлось видео 126-й машины. Она уже давно отправилась к праотцам, но вам эти уникальные кадры мы можем показать.
Полную версию этой съемки вы можете найти у нас на Boosty или в спонсорском разделе YouTube. Напомню, что Boosty, спонсоры и рекламные посты у нас в телеге — это на данный момент единственный способ покрыть затраты на съемки и производство полюбившегося вам железнодорожного сериала. Приглашаем и вас по возможности присоединиться. Подписка стоит относительно недорого, но помогает нам продолжать работу над флагманским проектом «Железнодорожная» в условиях отсутствия монетизации и рекламы. Вам будет доступен ранний доступ, комментарии на правах фокус-группы с внесением изменений в конечную серию, а имя ваше увековечится в титрах проекта. Ну и бонусом мы каждую неделю выдаем небольшой, но эксклюзивный контент. Но главное — это, конечно, продолжение работы над железнодорожным, чтобы его в конечном итоге могли увидеть все и не уйти обиженными. Он появился в 60-х, но до сих пор в строю. Опять напрашивается аналогия с буханкой. Ну, куда без нее? Что говорить, многолетняя и тщательная доводка и испытание первых опытных электровозов подарила нам невероятно удачную машину, уже намного пережившую страну, которая его создала. В дальнейшем ВЛ-10 послужил основой для электровозов ВЛ-11 и опытного ВЛ-12. Это железнодорожная. Мы ждем ваших комментариев. А пока едем дальше за новыми сериями. Счастливо.